Всем привет, друзья! Получил посылку от товарища, от подписчика, от Юры. Юра, привет тебе, спасибо большое. Разобрал все, что ты мне присылал, выкладывать не стал, потому что конфеты мои любимые с лакрицей я уже съел. Выложил самое интересное. Сейчас рассмотрим с вами и разберем. Юра мне уже присылал как-то письма. Мы даже пытались перевести. Сейчас вот еще пачка целая пришла. Не знаю, надо искать коренных жителей Германии, носителей языка. Может, они чем-то помогут. Не знаю. Есть надежда на Карстена. Карстен, привет тебе тоже. Может, с твоей помощью получится. Потому что шрифты в письмах на старый манер прочитать не могут даже коренные немцы. Ну что, начинаем разбор, что же мне пришло в посылке, друзья. Сразу хочу отметить, друзья, данное видео не несет ничего общего с пропагандой идей фашизма, нацизма и прочих ужасов войны. Все демонстрируется исключительно в исторических целях. Итак, начинаем наш обзор. И первыми идут вот такие вот винтажные ножницы. Производитель Vom J. Cliff, по-моему, and Company. Вроде бы они и ножницы, и ножи производили. Точно год производства я не знаю. Но на eBay и на прочих аукционах такие ножницы мне встречались. Я так понимаю, это нержавейка. Кстати, надо заметить, лезвия острые по сей день. Такие винтажные ножнички. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Дальше идет такой оловянный набор. Посмотрите, с желудями. Батюшки мои. Это как кувшинчик, похоже. Все на клеймах. Сейчас клейма подробнее посмотрим с вами. Здесь как кружечка типа. А вот это то ли навершие от подобного кувшина, только поменьше размером. Либо я не знаю. Кто встречал подобные, пишите, для чего использовались. На донышках у них с внешней стороны имеются вот такие клейма. На всех одинаковые. По-немецки, похоже, написано.
Лебенмиттель. Такой наборчик. А на большом кувшине, кстати, надписи нет. Только вот этот вот герб. Какие-то хорватские там мотивы, я так понимаю. Непонятно. А кувшин, кстати говоря, разбирается. Так что вот эта вот верхняя часть, а нижней не хватает. Следующий экспонат. Вот такой вот свисток. Английский. Внутри деревянная горошина. Тоже из нержавейки. Тоже этот производитель встречался. Такой вот антикварный свисток. Следующий артефакт. Посмотрите, какая красивая брошь, друзья. Оправа у нее такая в позолоте. И она из мелких камушков набрана. Вот эти цветочки. Что за камешки? Сказать трудно. Но надо заметить, брошь имеет итальянское происхождение. А итальянское, друзья, оно всегда приветствуется. Итали. Посмотрите, какая. Экибана какая. Офигеть, блин. Красота. Итак, the next one, как говорится. Вот такая вот губная гармошка немецкого происхождения. Street Life Music Hamburg. Адрес написан. Серийный номер. Посмотрите. Зачет. Накладки из нержавеющей стали. Корпус пластик. Дальше, значит, идет представитель семейства зажигалок. Такая английская зажигалка Ronson. Varaflame. Made in England. Ее надо заправлять. Она в рабочем состоянии. Искра есть, бензина нет. Она вот здесь вот открывается. Наверное, здесь заправляется. Надо будет с ней разбираться. Такая, видите, стилизованная
птичка, логотип. Интересная зажигалка. Ронсон. Слышал я такие тоже. Джоли, ты слышала такие зажигалки? Нет, я не слышала про такие зажигалки, совершенно вовсе ничего. Я только хотела сказать, не забудьте подписаться, кто еще не подписан на канал Рыболов Копатель. Ронсон. Эх, кайф. Ну что, смотрим дальше. Дальше у нас идет вот такой вот маленький мультитул. Для сравнения, вот он свисток рядом по размеру, смотрите. Вот такой вот швейцарский Victorinox. Швейцария. Ножницы, пилка, ножичек. Флешка даже есть на 2 гига. Обалдеть, блин. И здесь вот еще вот такая штука. Небольшая отмычка такая. Подборка монет шведских. Кроны. Разные года. Вот это такая стильная. Прикольно сделано. Подвесочка. Вероятно, серебряная. Петр и Павел. Тут понтифик. Папа Римский. Теперь переходим к письмам, ребята. Переходим к письмам. Посмотрите. Ну, конечно, шрифт здесь. Ой, мама дорогая. Попробуй, прочитай, называется. Очень интересно бы, конечно, прочитать, что они там писали. Ну как вот тут вот, как тут что-то поймешь. Видите, тут вот из Парижа. Или в Париж. Короче. Не, есть и читаемые относительно. Но они, как правило, здесь вот на обложке адресаты еще как-то более-менее писали. А там внутри, вон, смотрите. Ну как тут, блин, прочитаешь? Тут надо целую каллиграфическую экспертизу делать. 43-й год, пожалуйста. Пером. Так, не перепутать потом. Тут шрифт какой. Тоже, видите? Фраулен Мина Зилик. 40-й год. Про Мину Зилик мы уже с вами была передача. Письма эти были на барахолке в Польше куплены. В каком-то старом почтовом отделении делался ремонт, и там вывозили из подвалов ящики с письмами. Легенда гласит, что они оттуда, с этого старого почтового отделения. То ли это какие-то старые архивы, то ли не дошедшие до адресата
письма. Непонятно. В общем, непонятно. Писем много, ими надо заниматься. А чтобы ими заниматься, это надо, чтобы был печатный текст. Как-то все это расшифровывать, переводить. Видите, все с печатями. Здесь еще какие-то... Это вот опять Миннозилик. Я так понимаю. Тут с маркой даже. Deutsches. Вот такие вот письма, друзья. Все времен войны. По датам. 43-й год. 42-й год. 42-й год. 41-й год. 40-й год. Пишите в комментарии, друзья, что из присланного в посылке вам понравилось более всего. Что больше всего вам интересно. Обязательно пишите. Такая посылка, друзья. Ну, еще часть я не показал вам. Там Юра мне конфет подогнал. Футболка цвета хаки. Спасибо, Юр, большое за посылку тебе. Долго она добиралась. Возвращалась. Юрий там он батарейки положил первый раз. Не дошла, она вернулась. Короче, со второго раза пришла посылка. Так что вот такой анбоксинг. Ребята, спасибо всем за просмотр. Говорится, goodbye, see you next time.